Карло Анчелотти готовит кадровую революцию в сборной Бразилии по футболу. Итальянский коуч мадридского Реала Карло Анчелотти, который летом возглавит сборную Бразилии, принял важное решение по 3 бразильским игрокам, сообщает Гол. По информации источника, 65-летний специалист на летние матчи вызовет Неймара и Каземира. Что касается Неймара, то он провел с ним разговор. Вингер останется ключевым игроком сборной. И Карло Анчелотти дебютирует у руля сборной Бразилии 6 июня в матче с Эквадором. Челси нашел замену украинцу Михаилу Мудрику, который дисквалифицирован из-за допинга. Лондонский клуб Челси стремится усилить нападение в летнее трансферное окно. По информации Count Offside, Челси нацелился на аргентинского вингера Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо, который готов покинуть Олд Траффорд уже этим летом. На аргентинца претендует ряд топовых клубов, но именно пенсионеры – главные фавориты. Трансфер Гарначо состоится только при условии, если украинский вингер Михаил Мудрик будет отстранен на длительный срок из-за проваленного допингового теста. Дорогие зрители, а перед тем, как мы продолжим, поставьте, пожалуйста, лайк этому видео. Спасибо за то, что с нами. Ливерпуль близок к соглашению с игроком Байера. Правый защитник Байера Джереми Фримпонг близок к достижению соглашения о своем переходе в Ливерпуль, сообщает журналист Флориан Плеттенберг. По данным источника, 24-летний футболист и английский клуб находятся на грани достижения устной договоренности. Переговоры между ними все еще продолжаются, поскольку согласовываются дополнительные детали сделки. Сам голландец готов присоединиться к Ливерпулю, поскольку главный тренер команды Арне Слот стремится подписать футболиста. Байер может получить за Фримпонга компенсацию в размере 35-40 миллионов евро. Реал Мадрид готовит мощный трансфер. Представители Реала находятся на встрече с окружением центрального защитника Борнмута Дина Хейзена, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. По информации источника, главной целью является договориться об условиях личного контракта с 20-летним испанцем. Напомним, 2 дня назад мадридский клуб активировал клаусулу Хейзена в размере 50 миллионов фунтов. Манчестер Сити готовит трансфер игрока Милана. Манчестер Сити собирается сделать Милану официальное предложение по полузащитнику Тейани Рейндерсу, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. По данным источника, английский клуб собирается это сделать в течение ближайших недель. Сам 26-летний нидерландский футболист хочет сосредоточиться на выступлениях за клуб в последних матчах сезона. Горожане уважают это решение игрока. Тейани Рейндерс является главной трансферной целью английского клуба для усиления позиции центрального полузащитника. В текущем сезоне на счету Рейндерса 15 голов в 52 матчах за Милан. Реал сделал официальное предложение Ливерпулю. Реал попросил Ливерпуль бесплатно отпустить Трента Александра-Арнольда, чтобы он смог сыграть за сливочных на клубном чемпионате мира, сообщает The Telegraph. По данным источника, представители мадридского клуба контактировали с представителями мерсисайдцев после того, как 26-летний английский футболист объявил, что покинет Ливерпуль по окончании сезона на правах свободного агента. Однако Реал лишь попросил, чтобы Александр Арнольд присоединился к ним досрочно, не делая Ливерпулю финансовых предложений на этот счет. В Реале предложили английскому футболисту отказаться от зарплаты за июнь. Несмотря на это, футболист не сможет начать выступать за мадридский клуб без согласия Ливерпуля. Сливочные надеются, что английский клуб позволит правому защитнику присоединиться к ним бесплатно до того, как завершится срок действия контракта Трента с Ливерпулем. Стало известно, кто претендует на звание лучшего тренера года в АПЛ. В список номинантов вошли Арне Слот из Ливерпуля, для которого это был дебютный сезон в АПЛ, и он сразу завоевал чемпионство. Слот стал первым нидерландцем, выигравшим премьер-лигу. Нуну Эшпириту Санту из Ноттингем Фореста,
который вывел команду в Еврокубке впервые за более 30 лет и трижды признавался менеджером месяца. Эдди Хау из Ньюкасла, который борется за второе место и возвращение в Лигу чемпионов, превысив результат прошлого сезона. Томас Франк из Брентфорда, который ведет команду к самому высокому месту в истории клуба и потенциальному еврокубковому дебюту. Перейра из Вулверхэмптона, который сумел спасти волков от вылета после того, как принял команду с 19-го места в декабре. Фанатов Реала посадят в тюрьму за оскорбление Винисиуса. 5 фанатов Реал Вальядолида, обвиняемых в оскорблениях вингера Реала Винисиуса, 30 декабря 2022 года согласились на год тюремного заключения, сообщает Европа-пресс. По данным источника, защита обвиняемых достигла соглашения с прокуратурой и представителем футболиста. Помимо заключения, им также будет запрещено посещать футбольные матчи в течение 4 лет, а также назначены штрафы в размере от 1080 до 1620 евро. Сообщается, что бразильский футболист отказался от компенсационных выплат. Болельщиков судят за инциденты и нецензурную лексику в отношении игрока в конце матча между Вальядолидом и Реалом в рамках 15-го тура Ла Лиги сезона 2022-23. Тоттенхэм получит солидный бонус за победу в Лиге Европы над Манчестер Юнайтедом. Футболисты Тоттенхэма получат больший финансовый бонус от руководства клуба за победу в Лиге Европы, чем игроки Манчестер Юнайтед, сообщает The Telegraph. Футболисты «Шпор» получат бонусную выплату в размере 3 миллионов фунтов стерлингов, которая будет разделена на команду. Отмечается, что эта сумма превышает размер выплаты, которую могут получить игроки Манчестер Юнайтед за выигрыш Лиги Европы. Красные дьяволы могут получить на команду около 1 миллиона фунтов. Дорогие зрители, а как вы думаете, кто выиграет Лигу Европы в этом сезоне, МЮ или Тоттенхэм? Пишите в комментариях ниже. Мбаппе установил клубный рекорд Реала. Форвард мадридского Реала Килиан Мбаппе установил новый рекорд клуба по количеству голов в дебютном сезоне в Ла Лиге. В поединке 36-го тура против Мальорки француз снова отличился, доведя свое бомбардирское наследие до 28 мячей в чемпионате Испании. Этот показатель стал лучшим в истории Реала среди игроков, проводящих свой первый сезон за клуб. Французу удалось обойти даже легендарного португальца Криштиану Роналду. Милан получит нового главного тренера. Главный тренер Милана Серджио Консейсау покинет команду в конце сезона, сообщил инсайдер Фабрицио Романо. Также отмечено, что арендованный до конца сезона у Челси Жоау Феликс вернется в лондонский клуб. Ранее сообщалось, что Милан рассматривает кандидатуры Роберто де Дзерби, Массимилиано Аллегри и Антонио Конте на следующий сезон. Отмечается, что именно экс-тренер Милана Аллегри является фаворитом на должность нового наставника клуба. Легендарный тренер Жозе Моуринью близок к тому, чтобы возглавить национальную сборную. Главный тренер Фенербахче Жозе Моуринью может возглавить сборную Португалии уже в июне, сообщает Ешти Спорт. По данным источника, стороны достигли предварительного соглашения. Планируется, что контракт будет подписан после решающих матчей Лиги наций, которые пройдут в начале июня. В настоящее время 62-летний специалист возглавляет Фенербахче. Команда занимает второе место в чемпионате Турции за 3 тура до конца сезона. Сообщается, что португальская федерация не хочет платить Фенербахче компенсацию за досрочное расторжение контракта с Моуринью. По этой причине Жозе начал вести переговоры с клубом о взаимном разрыве соглашения. Напомним, в настоящее время Португалию возглавляет испанец Роберто Мартинес, которого и должен будет заменить особенный. Дорогие зрители, поставьте, пожалуйста, лайк этому видео и подпишитесь на канал. Спасибо за то, что с нами.